Многие считают, что арест Ассанжа связан с Брексит. Вот и сообщение прошло. Парламент Великобритании принял закон об отсрочке Брексита, который в тот же день подписала королева. Что происходит? Ну, надо добавить, не успели они принять это решение об отсрочке Брексита, как ЕС, который говорил, что все, никакой отсрочки больше не будет, тут же им до 31 октября продлили эту отсрочку. Что происходит? Происходит развод толпы. То есть вот когда вообще вот надо понимать, что очень вот такой вот спектакль, который просто очевиден. Вот если бы Брексит, вот когда говорят, что там Британия кого-то сбрасывает управление. Вот если бы в Великобритании нужен был бы Брексит, они бы это уже давно осуществили. То есть управление Великобритании уже давно бы сделало все, что необходимо, и было бы принято. Но на самом деле все далеко не так. Брексит был задуман под проект, когда будет перестроение всех европейских стран, когда они рухнут государства, и на их месте будут созданы новые государства, новые народы, новые языки. Но этот проект затормозился в результате того, что Россия не рухнула. И Европу нужно было стабилизировать. Но народ уже раскрутили на Брексит. И вывели его на референдум, поняв, что не успели отработать до конца. Им отдали победу. И вот вообще, что такое референдум? Он в Голландии или в других странах. За устав ЕС голосовали, референдум проводили ровно столько, пока не был нужный результат. Вот. Но с Великобританией все несколько сложнее. И в Великобритании нужно дать наглядный урок, что будет с теми, кто будет настаивать на Брексите. Ведь кто несет основной ущерб от нерешенности проблемы Брексита в Великобритании? Ровно те, кто за этот Брексит и выступал. То есть мелкий и средний бизнес, который очень стеснен в маневре, в финансировании, в деловых коммерческих связях. И он вынужден то закупаться товарами, то его скидывать. То есть они несут постоянный ущерб. Им нужны какие-то определенные правила. Но эти правила, те, кто с ними работает, они не идут на это с ними, потому что неизвестно, по каким причинам, вернее, по каким правилам ты будешь работать дальше. Вот эта неопределенность, она давит ровно ту массу, которая выступила за Брексит. Они несут самые такие большие потери. И на этом учат всех. Всем показывают. А вот смотрите. Ну вот, страна, видите, как долго не может решить проблемы, как выйти из этого Евросоюза, там недоговоренности, там нерешенности. Но кто в первую очередь страдает? Это вы думали, что вы страдаете в Евросоюзе? А оказывается, в Евросоюзе вам было хорошо. Вы прочувствуете по полной программе, как вам сейчас-то. Вот. И в результате что сейчас? Формируется движение, которое провести повторный референдум, чтобы определиться, а сейчас-то как будем? Выходить из Евросоюза или все-таки оставаться? И под это дело в Великобритании сформировали партию Brexit. То есть кто-то должен четко артикулировать и разводить лохов вот в плане выхода. Партию целую создали, чтобы она могла что-то говорить. И на основе того, что она будет говорить, можно будет строить уже структурное управление. А пока что давили все это население. И в этом плане, когда говорят, что вот нужно привести какое-то отравление дела Скрипалей, или там вот сейчас выдать Ассанжа, чтобы отвлечь внимание от Брексита, это не так. Все эти мероприятия повышают градус социального напряжения в обществе, ровно в тех слоях, которые выступают за Брексит. У них дополнительное напряжение идет от всего. Отравили, так скажем, в Солсбери, туда туристы не поехали. Вынуждены проводить целое мероприятие для того, чтобы туристов туда завлечь. И так везде, совсем.
И с тем же, вот сейчас с тем же Ассанжем, да, вот они его арестовали, а теперь куда его и как выдавать? Это такие большие проблемы. А с каким правительством, что иметь? И это, опять же, создает неудобные переговорные позиции для того же правительства Терезы Мэй, для всей политической тусовки. Вот. И, соответственно, этому будут иметь экономические последствия, которые тоже будут негативными. Но он же не мог вечно сидеть-то там, в посольстве Эквадора. Его когда-то надо было извлекать, но извлекли его ровно тогда, когда нужно придать этому процессу переформатирования государств через управление информацией бесструктурно через интернет новый импульс. Его и извлекли. А собственно, государство Великобритания или, собственно, государство Соединенные Штаты, Трамп вообще аж растерялся, несмотря на то, что он представитель глобальной элиты, он растерялся и говорит: Wikileaks, не знаю, что это такое. Хотя он сколько раз говорил: Wikileaks, Wikileaks, Wikileaks. Вот, постоянно поддерживаю, я там за Wikileaks, а тут вдруг сразу не знал. Почему? Ему нужно было сманеврировать вот с этим вопросом.